you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые трибридные внутриканальные наушники от компании Eurent стоимостью $179. И приходят они в небольшой по габаритам коробке с минималистичным оформлением, где тут на лицевой части было указано название этой модели Resonance 5, сразу с отсылкой к тому, что это будут у нас 5-драйверные наушники. Ну а вот тут сзади имеется график частотной характеристики и указаны технические характеристики этих наушников, и за звук в них отвечает два динамических драйвера, которые воспроизводят мощные низкие частоты, два арматурных излучателя отвечают уже за средние и высокие частоты, и один микропланарный драйвер воспроизводит уже ультравысокие частоты. Но чувствительность составляет 106 дБ, и они получили сопротивление 20 Ом, поэтому на раскачку эти наушники будут довольно легкие. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. И сюда вы можете поставить как балансный штекер на 4,4 мм джек, так и обычный штекер на 3,5 мм. Небольшой фирменный кейс для хранения наушников. Инструкция по использованию наушников. Сертификат качества, ну и целых 4 набора силиконовых амбушюр. Эти наушники получились довольно небольшие и были выполнены полностью из черной смолы с крайне привлекательным и ярким оформлением лицевых панелей, где на левом наушнике указано название компании, а на правом название этой модели. Но вот здесь у них находится стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом с ним находится единственное отверстие для компенсации, которое хорошо справляется со своей задачей. Но звуковод у них имеет длину около 6 мм, диаметр 5 мм, и он был прикрыт защитной металлической сеточкой. Но обратите внимание, друзья, что у звуковода тут отсутствует какой-либо специальный бортик для более надежной фиксации амбушюр. Тем не менее, я отмечу, что используя комплектные амбушюры, проблем у меня никаких не было. Ну а сидят эти наушники в ушах прям превосходно, я бы даже сказал, что это буквально одни из самых удобных наушников, что я тестировал за последний месяц, потому что они плотно и уверенно прилегают к уху, дают хорошую звукоизоляцию и при этом вообще не вызывают никакого дискомфорта при длительном прослушивании. Но вот единственный момент, который немного портит общее впечатление, это комплектный кабель, который не только имеет микрофонный эффект, но еще был склонен к запутыванию, что в повседневном использовании может все же немного раздражать. Поэтому, друзья, от себя я бы вам сразу рекомендовал рассмотреть замену кабеля, если вы действительно хотите выжать из этих наушников максимум и просто спокойно наслаждаться музыкой без каких-то мелочей, которые все же могут вас отвлекать от прослушивания. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики трибридных наушников Eurent Resonance 5. И первое, что мы здесь видим сразу, это крайне уверенное усиление низких частот на 11 дБ с очень плавным и грамотно выполненным переходом к области нижней середины. А вот усиление в области верхней середины здесь будет выполнено даже меньше, чем на моем таргете, из-за чего эти наушники звучат супер нейтрально и тепло. То есть забудьте вообще про какую-либо утомительность, резкость и энергичность, даже при прослушивании на очень высокой громкости. То есть да, друзья, утомлять при прослушивании тут вас совершенно нечему. Я бы даже сказал, что это одни из самых нейтральных трибридных АМ, которые я слушал за последнее время. И по сути ближайший их конкурент с такой настройкой это будут планарные АМ Latchuer Amber, которые имели более выраженные низкие частоты, но еще куда более мониторную середину и более расслабленные высокие частоты. А эти наушники в сравнении с ними звучат даже более насыщенно и с хорошим сохранением энергии, из-за чего скучной их подачу я уже точно не назову. Хотя безусловно первое время вам возможно будет непривычно после других энергичных АМ, но вот когда вы точно привыкнете к ним и найдете тот самый золотой уровень громкости для вас, то поверьте мне, друзья, вы точно кайфанете, поскольку даже высокие частоты у этих наушников достаточно продолжительные и затухают уже после 15 кГц, что является отличным
отличным результатом. В общем, как вы понимаете, друзья, здесь мы имеем отличный пример наушников с супер нейтральным и сбалансированным тюнингом. Поэтому давайте не будем терять время и лучше наконец-то обсудим, как все это будет ощущаться на практике. Ну и конечно начнем с низких частот, поскольку это безусловно, друзья, то, что сразу привлекает внимание в этих наушниках, потому что здесь есть серьезный сабас, который ощущается буквально с отличной глубиной и напором и сразу дает плотный фундамент звучанию, но при этом не уходит ни в гулкость, ни в раздутость, то есть все очень так собрано и контролируемо, и вместе с ним, словно в паритете, идет мидбас, который задает как раз таки общий характер самого удара. Он здесь такой дерзкий, панчевый, с быстрой атакой и реально очень хорошей текстурностью, за счет чего каждый удар ощущается четко и даже слегка физически, но при этом без какого-либо размытия или ощущения каши в более тяжелых треках. И вот что важно отметить, что низ здесь не просто быстрый, а он еще, ребята, и структурированный, за счет чего ты спокойно слышишь разделение слоев, понимаешь, где играет уже глубокий сабас, где уже более такой панчевый мидбас, и все это дает очень такое приятное ощущение контроля даже в сложных жанрах. В той же электронике он отрабатывает прям мощно и глубоко, в джазе уже более так аккуратно и собрано, но в металле или роке не теряется и сохраняет хорошую читаемость всех инструментов. В общем, ребята, это очень такой уверенный, плотный и хорошо собранный бас, который реально приятно слушать. Он не про безумное количество, а про то самое аудиофильское качество, про скорость, контроль и текстуру. И именно за счет этого я уверен, что он точно многих порадует. Ну а дальше переходим к средним частотам, и вот они сразу ощущаются как очень ровные, нейтральные и комфортные по подаче. Нету никакой резкости, нет того самого нелюбимого мной излишнего подчеркивания верхней середины, из-за которой обычно как раз во многих АМ и появляется то самое утомление, когда вам хочется сделать музыку уже немного потише. И тут все звучит прям спокойно, собрано и очень слушабельно на повышенной громкости. И при этом вокал здесь, ребята, не теряется и точно не уходит назад, а подается прям с хорошим насыщением и достаточной энергией, но без ощущения какой-то крикливости и сухости, с хорошей плотностью и нормальной эмоциональной подачей, которая именно хорошо держит ваше внимание при прослушивании. Ну а инструменты в свою очередь ощущаются довольно плотными и увесистыми, без ощущения какой-то легкости в нижней середине или размытости. Они не теряются где-то там на фоне, а наоборот имеют такую четкую форму и хорошо читаемую структуру, из-за чего вся середина в этих наушниках воспринимается цельно и крайне уверенно. И в итоге получается такая приятная, комфортная и даже в каком-то смысле неожиданно зрелая середина с хорошей прозрачностью и воздухом для этой цены. И даже по тембрам и натуральности здесь, ребята, поверьте мне, все звучит действительно крайне убедительно, без каких-то явных перекосов и с очень хорошим балансом между телесностью и чистотой в подаче. Но высокие частоты здесь получились достаточно техничные и детальные, с хорошим ощущением воздушности и аналитичности, но при этом это точно не про яркость или какую-то навязчивую вам резкость, а наоборот, ребята, здесь верх ведет себя очень спокойно и уверенно. Он не пытается как бы постоянно обращать на себя внимание, не подчеркивает симбилянты и вообще не уходит в какую-то утомляющую подачу. И на слух за счет этого здесь все звучит прям аккуратно и контролируемо. При этом детализация здесь, к моему удивлению, находится на реально хорошем уровне, поэтому мелкие нюансы, какие-то шлейфы и различные призвуки, все это здесь читается, но опять же без какой-либо излишней аналитики, как уже у более ярких по характеру АМ. То есть тут ты просто слышишь всю нужную информацию, но ничего не перегружает и не утомляет тебя, и за счет этого верх воспринимается таким очень взрослым и с удачным балансом между детальностью и комфортом, где в целом звук остается информативным, но при этом не теряет музыкальности и спокойно слушается даже на более длительных сессиях. В общем, ребята, это именно тот случай, когда высокие частоты не пытаются вас сразу удивить какой-то безумной яркостью и светлостью, а просто грамотно дополняют общую подачу, как и должно быть у грамотно настроенных АМ, где все подается чисто, аккуратно и сбалансированно, создавая ощущение такого цельного и завершенного звучания.
Ну и звуковая сцена, ребята, здесь, к моему удивлению, получилась действительно очень широкой. И это как раз тот случай, когда уже с первых треков ты просто ловишь ощущение пространства и понимаешь, что с масштабом здесь все более чем хорошо. При этом сцена ощущается не просто широкой, но и достаточно глубокой, за счет чего появляется нормальный объем и ощущение того самого расстояния между всеми слоями. Звук здесь точно не собирается в какую-то одну плоскость, а действительно уже уходит вглубь, что добавляет больше естественности восприятию. Причем и локализация здесь получилась крайне уверенная. Инструменты и вокал четко встают на свои места, и ты спокойно считываешь, где и что находится в пространстве, без какой-либо путаницы или смазывания самих образов, как у более каких-то простых и темных по подаче АМ. Плюс к этому здесь есть хорошая проработка планов, благодаря чему сцена не кажется какой-то вам хаотичной, поскольку все разложено здесь достаточно логично и аккуратно. И даже в оркестровых композициях сохраняется тот самый порядок и читаемость, как уже у более серьезных наушников. И если честно, друзья, я даже не понимаю, к чему здесь вообще можно придраться, потому что в этом бюджете сцена ощущается очень цельной и правильно собранной. И по сути все тут работает так, как и ожидаешь от хорошо настроенных трибридных АМ. Ну и в итоге, друзья, я пришел к тому, что Eurant Resonance 5 это крайне привлекательные трибридные АМ своей ценовой категории, которые точно могут понравиться всем любителям нейтральной и крайне сбалансированной подачи, потому что здесь есть все, но в очень правильных пропорциях. В меру выраженные, но собранные низкие частоты, аккуратная и при этом насыщенная середина с хорошей плотностью и энергией, а также достаточно техничные и комфортные высокие частоты, без какой-либо лишней яркости или утомления, и в совокупности с действительно широкой, глубокой и хорошо собранной сценой все это складывается в очень цельную и уверенную подачу, где каждый диапазон на своем месте и ничего не выбивается из общей картины. И именно поэтому эти наушники для меня выглядят как очень интересный и удачный вариант в своем классе, и я смело могу их рекомендовать тем, кто сейчас ищет сбалансированный, комфортный и при этом достаточно техничный звук за небольшую стоимость. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.